прям такая ночь, полнолуние, которое светит прямо в комнату. Поэтому хочется вам еще рассказать про любимую часть мединститута в Германии, в кавычках, а именно препарирование. Я не знаю, как это будет проходить тут, в Венгрии, я не знаю, как это проходит в России. У меня мама и папа учились в России на медицинском, но это было очень много лет назад, и, естественно, я могу только сравнивать с их историями. Поэтому я буду сравнивать с их историями, и потом вы увидите, я вам буду в течение года рассказывать, как это, в принципе, тут проходит. Ну так вот, как проходило препарирование в Германии. У меня уже сломался свет, я не могу менять цвет. Все началось неожиданно. Мое поступление заняло очень много времени, очень много сил, и тот момент, что мне придется идти препарировать, я вообще упустила из виду. То есть у меня как-то вообще это в голове не было, и тут как-то в декабре, перед тем, как у нас начались, как было Рождество, у нас начались бы каникулы на 2 недели, да, на Новый год. Нам сказали, завтра зал препарирования, мы вам сначала просто все покажем, расскажем, в январе вы придете и уже начнете, короче, тусить там. И тут до меня только дошло, то есть это был единственный момент, когда я вообще поняла, куда я попала и что мне надо делать. Мне очень повезло, у меня была подружка немка, которая, к сожалению, умерла, и она тогда как-то меня подбадривала: не бойся, не бойся, не бойся, но мы были не в одной группе, а шли мы в зал со своими группами. В общем, я молилась ночью, все в этом роде. Идем мы в зал, выглядело все как в фильмах ужасов, тогда как раз-то, именно тогда, то есть как только я закончила препарировать, зал был отремонтирован. Тогда начали ремонтировать это здание, и главный вход не работал, надо было с каких-то, в общем, непонятной лестницы подниматься, все темно, вы заходите, там стоят камеры, скелеты, кучу таких металлических шкафчиков, где надо было оставлять вещи, переодеваться, потом вы там от этих шкафчиков вы идете дальше, там кучу раковин, где надо было мыть руки, и потом мы зашли в зал, где все, естественно, из кафеля, и просто стоят, знаете, как вот у патологоанатомов такие столы железные, и 100 трупов, но упакованные в такой брезент. То есть вы не видите трупы, вы видите просто брезент. За этим залом комнаты. И тогда профессор, который нам читал лекции, но не наш профессор, который был у нас вел препарирование, он нашу группу взял и сказал: там лежит труп, давайте все вместе зайдем, посмотрим, в общем, как вы будете себя чувствовать. Они брали помалу людей, чтобы, если вдруг там же кафель, кто-то упал в обморок, то можно было, в общем, как-то поймать, сориентироваться, если кому-то станет плохо, помочь. Мы заходим, лежит труп. Мне мама говорила, что как бы у нее, как проходило препарирование, она мне говорит: ты заходишь, там баночки, скляночки, кости, мышцы, либо там труп с мышцами уже препарированные, все, в общем, сделано как надо. И я ожидала увидеть такое. То есть я же просмотрела кучу видео в интернете, как выглядит готовый препарат, скажем так. Тут я захожу, и лежит просто человек. Ну, мертвый, но кожа, волосы, все, то есть просто мертвый человек. До меня до сих пор ничего не доходит. То есть тогда еще так было интересно, я очень бледная. И тогда я не красилась, сейчас я крашусь всегда. Тогда я не красилась, и мои синяки под глазами аристократические, и моя бледность такая. Профессор меня видел первый раз, потому что у нас 400 человек на лекции, он коротышку вроде меня вряд ли там замечал. И он решил, что мне плохо, и там долго вокруг меня стоял, спрашивал, в порядке ли я сказала да. Приходим мы в январе, и до меня все еще не доходит, как будет проходить препарирование. То есть мне мама все еще говорит, что это вам просто показали, там, короче, будет вот все уже готовое, не бери в голову. Приходим мы в январе, подходим к столу, нам говорят:
Во-первых, ужасный запах формалина, все такое. Ну да ладно. На 10 человек один труп. Труп, как я уже говорила, кожа, волосы, просто мертвый человек. То есть вы видите лицо, все. Опять тогда нам помогали студенты с высших курсов. Каждый стол курировал, и профессор курировал 3 стола, то есть 30 студентов. И у каждого стола еще был студент с высших курсов, который помогал непосредственно уже все время. И тогда эта девочка, помню, мне потрогай. Я трогаю. Во-первых, такое, знаете, неприятное чувство, очень твердая кожа, не так, как, естественно, у живого человека. Она мне опять еще раз тронь, не так, а тронь как бы рукой, прям прикоснись. Я помню, к ноге я прикоснулась. Ощущения непередаваемые, конечно, первый раз. Мне всю ночь снились кошмары. Но на этом сюрприз не закончился. Как оказалось, препарирование в мединституте в Германии проходит следующим образом. На 10 человек группы выдается один труп, которого вы сами должны довести до состояния препарата. Что это значит? Это значит, что в каждый день в течение 3 лет, особенно первые 3 полугодий, то есть 1,5 года, но особенно первые полгода вы проводите чуть ли не каждый день по 3 часа там. И вы особо не учитесь, потому что все, что вы делаете, это препарируете. Что в это входит? Сначала мы разделили части тела человека, то есть кто будет препарировать что. Мне было очень страшно именно вот где лицо, потому что вы видите лицо человека, вот это вот глаза, нос, язык, ну и вообще само лицо, волосы, все для меня это было вот... Я выбрала ногу, то есть от колена до голеностоп, ну как бы нога, до колена была моя левая нога. И что вы делаете? Сначала вы снимаете аккуратно кожу. При этом кожу надо снимать очень аккуратно, чтобы не повредить верхние вены, нервы и все в этом роде. И это очень неприятный процесс, потому что самое ужасное, что мне показалось было в препарировании, это жировая прослойка. Надеюсь, вы не кушаете. Ну да, и там много вещей, которые вы после этого не сможете кушать. У нас еще был такой веселый профессор, который все с едой сравнивал. Уже очередной раз, я вам не буду говорить, это вы тоже кушать не сможете это. А очередной раз, когда он подошел и решил опять что-то сравнить с едой, уже одна девочка такая: вы можете перестать? Я похудела на 5 килограмм. Вы уже все мое меню тут исключили, просто перестаньте. После того, как мы сняли кожу, надо было, как это на немецком говорится, wegzupfen, жир. То есть пинцетом выщипывать жир. Он такой кругленький. Кругленькие такие жировые штучки. Капсулы, господи, мои русские. Это очень долго, тоже, чтобы, не дай бог, не повредить ни вены, ни нервы. Очень много поверхностных, маленьких, а на экзамене чем больше вы сохраните, тем лучше. То есть чем лучше у вас препарат, тем лучше для вас. После этого, это все очень долго. Вам так кажется, что это легко, но красиво снять кожу с человека и снять жир, так, чтобы не повредить все, особенно когда ты это делаешь первый раз в жизни, долго. И для тех, кто скажет, это пригодится, если ты хочешь стать хирургом. Потому что та сила, которую вы применяете к трупу, если вы с такой же силой начнете резать человека, вы ему там все к чертовой бабушке перережете. То есть очень грубое все, очень жесткое все. То есть эта техника, она вам никогда в жизни не понадобится. Ну, это было первые полгода, нам надо было дойти до мышцы, идеально отпрепарировать мышцы, так что прям все, точнее, вены, артерии, нервы и мышцы. Разделить мышцы, это уже неприятно, когда ты прям руку так между мышцами продеваешь. Ну, в общем, прелесть редкостная. Через полгода, в принципе, знаете, вот это вот состояние, когда я боялась трупа, оно прошло. Хотя было довольно такой интересный момент, когда перед первым устным экзаменом на трупе, то есть мышцы, когда мы сдавали, я была первая с одним мальчиком.
В 8 утра у нас должен был быть экзамен. Мы с ним пришли в 7 утра, чтобы еще раз посмотреть на наш труп, повторить мышцы. Мы были первые в зале в тот день, даже еще там уборщик только открыл зал, мы уже зашли, и в зале никого не было, то есть лежит 100 трупов, и мы. И я повторяю, и тут я поднимаю глаза, и я понимаю, что он вышел, то есть и во всем зале со 100 трупами стою только я. Я не помню как, но я бежала очень быстро к двери, но тут уже открылась дверь, заходит он 30-летний, он уже работал хирургом, ну, помощником хирурга, он от медбрата хотел доучиться до врача. Естественно, для него это было не так, как для меня. Он открывает дверь, я с глазами просто у этой закаканной белочки, такая, господи. Он на меня смотрит сверху вниз, я 1,52 м, он 2 метра. И такой, знаете, лучше бы ты боялась так экзамена. Иди назад. Ну, серии, знаете, про себя, наверное, проговорил, дура, иди назад, ты сейчас все завалишь. Я сдала экзамен, не волнуйтесь, с первого раза. Была собой вообще гордая просто. Второе полугодие мы занимались мозгом, то есть открывать череп должны были тоже мы. Нам принесли вот это вот как это на русском. В общем, вы поняли. Но это сделали, слава богу, мальчики. Мозг был моей нелюбимой частью, потому что почему-то наш мозг пах плохо. Я помню, я тогда задолбалась, мне эта подружка немка уже и специальные вот эти, знаете, когда под носом мажете, чтобы не воняло. И у нее мама была медсестра, она мне приносила специальные маски. Я очень мучилась, вот это для меня было из серии вот именно дискомфорта, что меня сейчас тошнит, самое сложное. Но еще вот когда мы жир убирали, не дай бог, мы тогда все ходили тоже в масках, такие специальные очки, потому что иногда капсула могла треснуть под пинцетом, и на вас, ну, в общем, приятного мало. И как тогда нам рассказал профессор, когда мы, знаете, в перчатках такие, вы знаете, зачем вы одеваете перчатки? Мы такие, ну, чтобы не трогать. Он такой, дураки, чтобы на трупе бактерий не было. Вы потому и формалином поливаете. Это от вас, мы защищаем труп, типа от вас, а не вы себя от трупа. Но я защищала себя от вот этого всего. И не только я, потому что, кстати, очень многие в первые же неделю, как началось препарирование, 50 человек из 400 ушли с мединститута. Сама вот та программа, то, что вы видите человека и должны это с ним делать, очень неприятно. Мне долго снились кошмары, особенно лицо человека долго стояло перед глазами. Потом был мозг. В плане препарирования там, естественно, уже мало что было, мы его за день вытащили, то есть вот там было легче именно вот в этом плане, то есть надо было стоять, а то там у нас уже болели и затекали по 3 часа в день, ты стоишь, вот это вот делаешь, у тебя там все затекло, отекло, заболело, с мозгом было все легко, но намного сложнее учить. И третья часть, это были внутренние органы. Препарировать было, если честно, тоже не очень приятно. Я взяла легкие, мне надо было бронхи, артерии, все отделить от самой ткани. Да, потому что на экзамене вы должны прям показывать, естественно, на препарате все, как это, ветки. Вот. Самое неприятное там было кишки, потому что их надо было промыть. Это было неприятно. И, естественно, половые органы тоже приятного мало препарировать. Но кто-то за это тоже брался. И само то ощущение, что вы в конце дня просто берете и все это складываете, знаете, как в лего-конструктор. Потому что все равно, как бы наш препарат, буду это называть, он еще лежал на столе уже до какой-то части отпрепарированы, но все равно, то есть у нас не было так баночки, скляночки, нет, у нас лежал препарат, который мы каждый день поливали формалином, марлечка там была, которую мы укутывали, и потом этот брезент, в котором мы еще больше формалина поливали. Вообще кошмар. И так у нас проходили внутренние органы, там уже, если честно, почти полностью фобия прошла. Мы уже могли обсуждать, что мы будем кушать после. Уже как-то из-за того, что не было кожи, всего такого,
ощущение человека перед тобой, оно ушло полностью. Опять же, самое ужасное было это начало. Я помню уже на экзамене, я так хотела, я так хорошо учила внутренние органы, и я очень хорошо сдала этот экзамен. Я тоже тогда одна из первых, помню, зашла, и от переживаний, то есть стоит профессор, это не тот профессор, который у нас учил, нет. Всегда должен был профессор, которого вы не знаете, у вас брать экзамен, да, чтобы не было никакого предвзятого отношения. То есть я первый раз видела этого профессора, она меня тоже, и я помню, я вместо того, чтобы сказать там, что сейчас я очень маленького роста, то есть я 1,52 м, я препарировала внутренние органы, чтобы видеть внутрь, да, то есть артерии и все остальное. Мне надо было брать стульчик такие, знаете, какие-то табуреточки. Ну так вот, я захожу на экзамен, я ей говорю «здрасте», и просто иду, ухожу от нее. Она стоит, молчит, не понимает, то есть там опять никого нету, почему-то все утром рано мы первые были. Никого нету, я ухожу, потому что эти стульчики стояли вот в комнатах, которые там были закрыты. Потом я, когда уже пришла, то есть она видит, что я уже несу стульчик и иду к ней, она, естественно, начала смеяться, и когда я подошла, она там пошутила, она поняла, что я из-за нервов там растерялась, ничего не сказала. Она пошутила, сказала: я думала, вы уже меня испугались и решили пойти, только перепутали тоже, где выход, и пошли в те комнаты. Я, естественно, тоже посмеялась, начался экзамен, я встала на свою табуреточку и все хорошо сдала. Вот. Теперь к веселой, опять же, части шуток из серии, знаете, черный юмор. В мединституте, особенно когда вот такое происходит, я опять же не знаю, как сейчас в России, вы мне как раз напишите, если кто-то из вас там препарирует, мне интересно, потому что я потом расскажу, как будет все проходить, я вам, конечно, расскажу потом, попозже, да, когда мы об этом узнаем. Но, в общем и целом, да, у нас, конечно, были потом такие шутки, темный юмор. Я помню, мы с подружкой, когда ходили после препарирования в магазин за продуктами, как-то мы стоим на кассе, и, знаете, такая тишина, у нас там обыкновенный там набор продуктов студента, макароны, готовый соус. И она такая: господи, если бы люди знали, что мы сейчас этими руками делали и чем мы занимались, они бы типа от нас разбежались. И, знаете, все люди в очереди, такая тишина, я такая: тише, еще не о том, чем-то подумают, чем мы тут занимались. Ну, мы, естественно, посмеялись. Или часто так было, что нам профессор говорил вообще, когда началась лекция: пожалуйста, не обсуждайте это все в общественных местах. Вы же понимаете, что другие люди не хотят слушать, как вы там сегодня кому-то жир с трупа попал на лицо, кто-то блеванул, кто-то еще что-то, или вообще как вы сегодня там печень, почки доставали, как вы там что препарировали. Никто не хочет об этом слушать, особенно в кафе. А как я уже сказала, к третьему полугодию у нас полностью пропало вот это вот чувство фобии. И часто у нас не была такая проблема, но хорошо все равно, что мы были там, где клиники, то есть мы там обычно в кафешках сидели рядом с универом, клиника большая, и там мы кушали и болтали об этом, но иногда, да, замечали, знаете, такие взгляды, когда, видно, мы очень громко обсуждали, да, то есть как это можно выучить, как там сегодня что-то было, и видели, что люди, знаете, так косились после там наших разговоров. Тогда мы тон забавляли, тему меняли, но, да, много раз было такие казусы. Ну и серия, да, если бы люди знали, чем мы занимались, то люди бы нам так не улыбались. Странное было ощущение, когда сейчас я тоже понимаю, знаете, после этого все фильмы ужасов уже не вызывают ужас, потому что по сравнению с тем, что я делала, там вот эти вот тут порезал, там порезал, я вас умоляю, вообще не впечатляет, вообще не впечатляет. Поэтому я считаю, что все, да, кто идут в мединститут, должны... Я почему-то об этом не думала. Но вот видите, 50 человек тоже ушли с курса. Наверное, как-то надо... Опять же, не знаю, как в России, но, например, вы захотите в Германию, да, поехать. 100 раз подумайте, сможете ли вы это. Я считаю, что это вполне возможно сделать, как-то себя переосилить. Ну, не все, как вы могли, опять же, слышать из истории, смогли это сделать. И еще, да, конечно, я, несмотря на то, что
У меня не получилось с Дюссельдорфом, то, что я ушла, ну, как бы не сдала экзамен, меня отчислили. У меня почему-то нету никакого негативного ощущения. И если кто-то хочет поступать в мед в Германии, я бы просто этот универ очень рекомендовала. Во-первых, все профессора были очень милые. То есть я ничего не могу сказать. Даже на препарирование они старались шутить, они старались как-то помогать, они старались как-то нас там оберегать. Видишь, да, что у девочек, особенно глаза по чайнику, когда бы мальчики более держались, то девочки, они обычно, ну, энтузиазма, когда тебе пилу приносили, было, ну, вообще мало, да, и было приятно то, что преподаватели это понимали, то, что преподаватели старались как-то войти в наше положение, да, то есть ничего не могу, опять же, сказать, кроме как был жалко, конечно, что я не смогла, но универ прям the best. Не знаю, как сейчас тут в Будапеште пойдет, но я просто влюблена в Дюссельдорфский универ, в преподавателей, в то, как они себя ведут, и даже декан, с которым мы обсуждали, как там тоже скажу историю моего отчисления, у меня к нему до сих пор ничего негативного нету, я его пару раз, когда приезжала к Дашке, мы ходили в универ, ну, она там учится, и я его видела, он на велике там разъезжает. И мне кажется, что он меня тоже видел, но он как-то себя чувствовал, знаете, неловко, я чуть ли не, знаете, привет. Потому что у меня к нему никакого негатива нет, и вообще ко всей этой ситуации я злюсь только на себя, это все исключительно моя вина. Универ шикарно. Да, вот такая вот история была. Препарирование, надеюсь, через какое-то время я вам расскажу про Будапешт, а вы мне напишите про Россию, мне или Украину, и вообще все другие страны, мне реально интересно, как там это происходит, потому что, опять же, меня там нету.